Добрый день, с вами Николай Ремесленник из Smart Family. Вот, наконец-то, закончил я свой проект «Мангал Лесной Гурман». Дело теперь за покраской. Вот, установил я крышу. Такая вот крыша. Там вот такая веточка сверху, как окончание всей, так скажем, композиции. Значит, сделал я такую вот кочергу, такой вот совочек. Все в таком стиле. Все в природной теме. Кочерышка. Все прекрасно вешается вот сюда. Таким образом осталось только прикупить мне металла для днища. Но это уже все ерунда. И чуть-чуть где-то шлифануть, подогнуть, подварить. Ну, короче, все уже готово. Ну, еще вот такой паук-фонарь. Вот такого я придумал, так его. Сейчас посвечу получше. Вот. Чтобы в темное время суток можно было видеть, как жарится мясо. Вот на такой паутине. Вот диодный фонарь. Внутри вот этой ветки будет проходить электрокабель. Вот так вот крыша смотрится изнутри. Вот. Все это я грунтовал. Я уже рассказывал, как это все происходит. Сборка этой крыши довольно-таки так мудрено, но ничего, все получилось. Вот снаружи такая фактурка будет. В патине все это будет прекрасно выделено. Вот. Ну и хочется немножко сказать о том, что так как я металлом занимаюсь уже очень давно, как вы заметили, работаю в такой авторской тематике. Ну и подумал, что пора бы, наверное, мне начать ставить свое клеймо. Я думаю, за многие годы я его заслужил и, надеюсь, имею право его поставить. И вот с этого проекта я и начал. И вот на этом спиле вот такая моя роспись. Резная плазмой. Теперь, так можно сказать, это моя именная работа. Ну, дорогие друзья, на этом, наверное, и все. Теперь увидимся, когда он будет полностью покрашен и закончен. Добрый день. С вами Николай Ремесленник и Smart Family. Сегодня снимаю заключительное видео по моему проекту, который я назвал Лесной Гурман. Мой мангал, такой экзотический, моя авторская работа. Пока делал я этот проект, уже возникло в голове еще 3 проекта. Один особенно вообще такой. Буквально недавно вдохновение пришло, посетила мысль, придумал. Это будет мангал с коброй. Кстати, кому интересно, можете зайти ко мне на страничку в Одноклассниках Николай Ремесленник, Ивановская область, город Родники. Там вообще вся моя история всех моих работ. И вот там есть кобра, которую я делал очень давным-давно. И вот все думал, как бы сделать так, чтобы она была как-то практичная. Так вот она сейчас у меня стоит просто возле крылечка. Вот. Я каждый раз, проходя мимо ее, все думал, что бы из нее придумать. И придумать тоже, чтобы мангал. И тут посетила мысль. Я поработал с художником, очень талантливой девушкой. Она услышала и поняла вообще мои мысли и нарисовала то, что вот прямо я хотел. Это и прямо меня вообще торкнуло, что
Очень хочу я заняться им. Ну что, давайте теперь перейдем непосредственно к моему мангалу, посмотрим. Заранее прошу извинения, что немножко камерой буду трясти, потому что оператора нет, буду ее брать и показывать. Ну давайте смотреть, вот он, законченный лесной гурман. Вот он, весь, так сказать, в полный рост. Вверху добавил веточку как окончание. Крыша. Мангал состоит из двух частей. Вот пока еще я не вложил дно. Сейчас покажу. Давайте сейчас я еще кое-что продемонстрирую. Вот такие лопатка, кочерга висят. Весь вот этот пень. Скажу, почему я покрыл фактурой серебряной. Дело в том, вы сейчас увидите, что как при свете будет, особенно в темное время суток, смотрится вообще классно. И еще плюс в том, что такой цвет патины очень выделяет все прожилки, и издалека их очень хорошо видно. Если бы я покрыл все медью, то это издалека не так бы смотрелось. А здесь с большого расстояния прекрасно все смотрится. Вот это трещинки. Вот нижняя часть столика. Вот эта кнопочка. Итак, включили. И наш паучок загорелся. Светит вообще отлично. Как я и хотел, в темное время суток будет все прекрасно видно. Сейчас вот отойду подальше. Вот так это все смотрится. Вот осталось мне только прикупить металла, просто пока на базе нету. Ну, это ерунда. Вот, крепится болтами. Это внутренняя жаровня, это внешняя. Все там вентилируется, чтобы максимально убрать тепло от наружной части. Это вот мое, так я назвал, именная подпись на этой работе. Можно сказать, клеймо. Не стал ее патинировать, пусть останется в таком матовом цвете. Вот. Ну и как бы, наверное, все. Всем огромное спасибо за комментарии. Также спасибо, что нашли время посмотреть, как я его делал. Ну а теперь, думаю, увидимся в следующем проекте, который, конечно, мне не терпится начать. Всем удачи, здоровья, до новых встреч.